Здравствуйте, друзья! Спасибо, что вы смотрите меня, что вы подписываетесь на мой канал. Большое спасибо вам за ваши комментарии и подсказки. А также хочу сегодня ответить на вопрос. Вы спрашиваете, большое количество органики на грядку складываются, а как же избавиться от недоброжелательных гостей, такие как слизни и мыши? Есть несколько способов, которые помогут защитить грядку. Лично я с такими недоброжелательными гостями не борюсь. Они не доставляют мне особых хлопот. Не забывайте, грядка – это часть экосистемы. Она находится на природе, и ваша грядка – это часть природы. И поэтому естественно, что будут и грызуны, и слизни. Но если, например, у вас нашествие незваных гостей, то, конечно, можно применить некоторые меры. Если у вас нет нашествия и нет проблем, тогда и ничего не нужно делать. Продолжайте, как и раньше, всю органику и кухонные отходы складывать на грядку. А если возникли проблемы, то можно использовать некоторые меры, и сейчас я вам их продемонстрирую. Например, вы пишете, что поднимаете мульчу, а под ней куча слизней. Чем можно от них защитить грядку? Слизни не любят золу, поэтому под мульчой посыпьте грядку золой. Зола поможет от слизней и послужит удобрением. И спокойно сверху закрывайте грядку органикой. Еще от слизней помогает обычная сухая горчица. Также под мульчой посыпайте грядку горчицей. Можно использовать красный острый перец. И спокойно закрывайте грядку органикой. Еще обязательно нужно посыпать бортики грядки и дорожку возле грядки. Это послужит защитой по периметру и преградит путь слизням на грядку. Как защитить грядку с органикой от грызунов? Природными средствами, не используя ядохимикаты. Хорошо помогают репейные колючки. Это старый дедовский метод. Грызуны обходят места, где разложены эти колючки. Неудобства создают только семена, которые просыпаются и потом прорастают на грядках. Но если вы в течение лета мульчируете грядки и делаете это постоянно, то не переживайте, тогда семена вам не страшны. Под толстым слоем мульчи они не прорастут, они сгниют в земле. А если летом вы не мульчируете грядки, то этот метод, скорее всего, не подойдет. Весной семена, конечно же, прорастут. А чтобы избежать большого просыпания семян на грядке, перед тем, как их использовать, сначала вытрясите все семена в какую-нибудь посуду, а затем уже колючки раскладывайте на грядку. Колючки помогут от мышей и в садовом домике. Положите колючки в щели, в отдушины, разложите на полках, в кухонном столе. Грызуны не проникнут и обойдут все места с колючками. Мышей отпугивают резкие запахи. Для этого можно использовать обычный березовый деготь. Его можно купить в аптеке или в любом садовом магазине. Тряпку нужно сложить в несколько слоев и смочить ее дегтем. Разложить пропитанные дегтем тряпки по периметру грядки. Неприятный резкий запах будет отпугивать грызунов. И спокойно закрывайте грядку толстым слоем органики. Теперь вам не страшны незваные гости на грядках с органикой. Складывайте всю органику и пищевые отходы, обогащайте и удобряйте свою землю естественными природными способами. И не забывайте, что сад и грядки – это часть природы, и небольшое количество присутствующей живности – это лишь подтверждение, что у вас здоровая, неотравленная почва. Желаю приятных осенних хлопот и удачи на вашей любимой даче.